Старого алабая собирались везти на усыпление. Ветеринар, осмотрев животное, посоветовал хозяевам принять это тяжелое решение, чтобы не продлевать страдания собаки. Лора, так звали алабая, было уже 11 лет, и последние 3 года она мужественно боролась с онкологическим заболеванием. Но теперь болезнь прогрессировала настолько, что животное больше не могло нормально двигаться, а каждый день приносил ему мучения. Хозяева долго не могли решиться, ведь Лора была не просто собакой, она была полноценным членом семьи. Особенно сильная связь сложилась между Лорой и пятилетним сыном хозяев, Мишей. Они были неразлучны, мальчик часто засыпал, обняв Лору, а утром, едва проснувшись, первым делом бежал к своей верной подруге. Когда пришло время принять окончательное решение, родители решили не рассказывать Мише всю правду. Они сообщили мальчику, что Лору отвезут в приют для престарелых собак, где ей будет лучше. Сказали, что приют находится далеко, и его правила не позволяют посещений. Миша, услышав это, долго плакал. Для пятилетнего ребенка такое расставание было настоящей трагедией. Он не понимал, почему Лора не может остаться дома, почему он больше никогда не сможет увидеть ее. Ночью мальчик долго не мог уснуть. Родители услышали его всхлипы из своей комнаты, но решили не вмешиваться, думая, что так будет лучше, пусть он переживет это расставание, но постепенно привыкнет к мысли, что Лоры больше нет рядом. Однако утром они нашли Мишу в обнимку с собакой. Лора, несмотря на свое слабое состояние, каким-то образом поднялась на второй этаж, где находилась детская комната, и улеглась рядом с мальчиком на его кровати. Когда пришло время прощания, Миша крепко обнял Лору в прихожей и никак не хотел отпускать. Родители пытались его оторвать от собаки, но он крепко держал ее за шею, а Лора положила свою морду ему на плечо, будто пытаясь утешить. Глаза собаки были полны усталости, но в них светилась нежность и любовь. Вдруг Лора неожиданно потянула Мишу зубами за рукав пижамы. Мальчик, удивленный таким поведением, пошел за ней. Лора отвела его обратно в детскую, будто хотела что-то показать. Как только дверь за ними закрылась, родители услышали, как Лора тяжело рухнула на пол в коридоре. Они бросились к собаке и увидели, что огромная опухоль, которая долгое время росла у нее на животе, прорвалась. Лечебница уже не могла помочь, было ясно, что конец близок. Лора издала последний вздох. Ее глаза были полуоткрыты, словно она пыталась в последний раз взглянуть на свою семью. Миша, казалось, почувствовал что-то, но так и не вышел из своей комнаты. Родители долго стояли рядом с Лорой, не веря, что ее больше нет. Лору похоронили в тот же день на кладбище для домашних животных. Они выбрали уютное место под большим деревом и решили установить памятник, чтобы всегда помнить ее и чтобы в будущем Миша смог прийти сюда. Отец, с трудом сдерживая слезы, сказал жене: когда Миша подрастет и пройдет лет 10, он обязательно придет сюда. Вспомнит свою верную подругу, ее добрые глаза и теплую морду. Она навсегда останется в его сердце. Эта история стала для семьи напоминанием о том, как много значат наши питомцы. Они любят нас без условий, поддерживают в трудные минуты и остаются верными до самого конца. Лора ушла, но ее любовь навсегда осталась с Мишей и его семьей.